Все мы хотим разнообразить свой игровой процесс, приблизиться к реализму, расширить функционал нашего гоночного места. Независимо, катаетесь вы в кокпите или за столом. Хочется добавить интересных девайсов. И тут встает главный вопрос – купить готовые изделия или сделать свой индивидуальный проект. Цена на данный проект будет зависеть только от ваших предпочтений и материалов. Всем привет, с вами Анатолий, вы на канале SimRacing как хобби. Встречайте мой новый проект Button Box. Сегодня мы рассмотрим такой девайс, как Button Box. Самый первый мой проект в виде переделки руля Defender, ссылочка наверху и в описании, включал в свою панель несколько тумблеров и кнопок. Многие скажут и будут правы, ведь на руле уже предусмотрены кнопки для управления в симуляторах. И это удобно. Полностью соглашусь с вами, но есть одно но. Все мы стремимся к определенному реализму и более глубокому погружению в игровой процесс. Многим хочется визуальной составляющей и удобного функционального устройства. Все, что находится на руле, это, конечно же, дает возможность применить нужную функцию и не отвлекаться от гонки. Но также хочется иметь возможность пользоваться дополнительными устройствами. Конечно же, в интенсивной гонке отвлекаться на дополнительные устройства у вас не будет возможности. И для этого на многих рулях и штурвалах предусмотрены дополнительные органы управления, которые в разы повышают функционал использования. В моем случае данный Button Box является как универсальным устройством, так и в какой-то степени приближенным к American Truck симулятору и Euro Truck симулятору. Вы сможете его использовать во всех симуляторах, и только вам решать, как он будет выглядеть и какие функции он будет выполнять. Когда нет баттон-бокса и все кнопки на руле уже имеют свои функции, вы, конечно же, начнете дополнительно пользоваться клавиатурой, а это никак не добавит вам погружения в игровой процесс. Начиная путь от самых дешевых кнопок и тумблеров, я осознал, насколько это здорово, когда есть возможность расширить управление в симуляторах. Первые и последующие версии состояли из фанеры и некоторых электронных компонентах. Особо не задумываясь о внешнем виде, я хотел иметь на баттон-боксе больше кнопок и тумблеров и не задумывался, а что именно я буду на них назначать. Первые версии работали на плате джойстика, в котором была сделана распайка проводов. На тот момент это был самый простой и дешевый вариант. Даже сейчас можно купить самый дешевый джойстик в районе 200 рублей. Функционально могли работать 14 кнопок, и мне казалось, что этого мало. В интернете попадались проекты на 30 кнопок, и я просто горел и хотел сделать еще больше, не понимая для чего. Начиная проект, вы должны для себя решить, сколько функциональных кнопок, тумблеров, позиционных переключателей, в простонародье крутилки, вы хотите видеть на своем устройстве. Хотите ли, чтобы была фиксация на тумблерах и кнопках, какие функции будут на них возложены. Да-да, друзья, это нужно решать в самом начале. И, исходя из своих предпочтений, вы начнете свой проект. Какой будет размер корпуса, из какого материала, какая форма, какой цвет, способ крепления, диаметр кнопок и светодиодов. Как вы будете располагать надписи и каких размеров они будут. Нужно помнить, что лицевая сторона тумблеров, к примеру, имеет один диаметр, а с обратной стороны размеры больше. И все эти моменты нужно учитывать. Постепенно расширяя свой кругозор по электронной части, встал вопрос, на какой базе делать Button Box – Arduino или USB Joy. Плата Arduino позволит вам сделать устройство с тумблерами и кнопками, которые имеют фиксацию. А это значит, что использовать устройство будет проще. Правильно подобранная прошивка позволяет тумблеру при включении дать разовый сигнал, к примеру, на включение света. При выключении тумблера проходит еще один разовый сигнал, что позволяет выключить свет без повторного перещелкивания тумблера. То же самое и с кнопками, которые имеют фиксацию. Плата USB Joy уже имеет прошивку под игровое устройство и свободно определяется в системе. Также в комплекте идут провода, разъемы для более удобного монтажа кнопок. На данной плате рекомендую ставить кнопки и тумблера без фиксации.
Это в разы упростит процесс использования устройства. Все, что касается дополнительных диодных индикаторов, подсветки на баттон-боксе, это уже ваш полет фантазии. Самое главное, замеряйте напряжение и, если нужно, добавляйте понижающие резисторы. В данном вопросе мне помогали знающие люди – электрики. Начиная делать первые корпуса из фанеры, мне хотелось со временем перейти на что-то более обтекаемое и пластиковое, улучшить визуальный вид, избавить себя от выпиливания корпуса из фанеры. На сайте AliExpress вы можете купить пластиковые корпуса разных размеров, из разных материалов. Также вы можете заказать печать на 3D принтере под ваши размеры. В моем случае я использовал распределительную коробку для проводов, и в нем есть несколько минусов. Во-первых, цвет, он серый. Во-вторых, имеются по торцам отверстия, которые очень портят внешний вид, но я не ищу легких путей и приобрел данный корпус. Для придания жесткости конструкции изнутри на все отверстия были наклеены куски оргстекла. Крепление сделано из строительного уголка и закреплено винтами к задней стенке баттон-бокса. Высоту крепления выбирал из удобства использования данного устройства. Так как плата управления не крепилась никаким образом внутри корпуса, гайки были покрыты термоклеем в избежании замыкания. Провод USB, который идет от платы управления, имеет разъем. Его легко можно вытащить и снять переднюю панель баттон-бокса. Из оргстекла толщиной 6 мм была вырезана пластина размером с лицевую сторону распределительной коробки. Исходя из диаметров всех компонентов, были произведены замеры и определено место для каждой кнопки и тумблера. Далее было принято решение добавить диодные индикаторы на тумблера с фиксацией. Замок зажигания также занял свое место. Сверление производил ступенчатым сверлом. В этом деле главное не торопиться и сделать ровные и симметричные отверстия. От этого будет зависеть конечный результат и внешний вид. У меня получилось со второго раза. Я думаю, многие видели, как в американских траках выглядят рукоятки стояночного тормоза и воздушный тормоз прицепа. Именно их я хотел видеть на своем устройстве. На AliExpress были найдены данные ручки, и я уже был готов их заказать. И тут свою помощь предложили ребята из 3D Workshop. Они изготовили данные ручки и сделали надписи, которые мне были нужны для обозначения функций. За что им огромное спасибо. Покраску произвели маляры в автосервисе. Надпись обводил несмываемым маркером белого и черного цвета. Для полной копийной работы управления тормозами были найдены нажимные переключатели на сайте AliExpress. И тут мы вспоминаем про Arduino. Если бы я делал проект на его платформе, то при задвигании ручки тормоза он бы отключался. В моем случае плата USB Joy. Для отключения тормоза нужно производить повторное действие. Но есть хитрость. Так как многие китайские электронные компоненты не славятся своей надежностью, на данной кнопке есть небольшой люфт. Если на данную механическую кнопку произвести небольшое воздействие сверху вниз, то проходит сигнал. Первая версия замка зажигания состояла из микропереключателя, пружины и замка от почтового ящика. Да-да, все вполне устраивало и давало хоть какую-то приближенность к реальности. В дальнейшем на сайте AliExpress был найден и заказан универсальный замок зажигания. Теперь функционал был как у настоящего автомобиля. Замок имеет 3 положения: включение, отключение зажигания и стартер. Качество, конечно, не самое лучшее, но для наших нужд самое то. Корпус был покрашен черной краской и затем обклеен черной виниловой пленкой. Пленка клеилась с небольшим нагреванием для того, чтобы все элементы корпуса стали как единое целое. Отверстия, которые я заклеил изнутри, тоже приобрели обтекаемый вид. Оргстекло на лицевой стороне был обклеен виниловой пленкой с текстурой карбонового волокна. После первой сборки я понял, что движусь в правильном направлении, и мне все нравится. Диоды имели красивые корпуса и разные цвета свечения. Заказать их можно разного диаметра. Кнопки с изображением функций, которые они выполняют, продаются с разными формами корпусов и кнопок.
Ведите диалог с продавцом, пишите, какие именно символы вы хотите видеть на кнопках, какой цвет подсветки встроен, одинаковые ли корпуса, наличие фиксации. К сожалению, продавец прислал две кнопки с фиксацией из другой серии. Внешние корпуса имеют отличия, что немного огорчило меня. Планировалось установить все кнопки без фиксации. Тумблера с фиксацией у меня оставались от старых проектов. Оставил все как есть и продолжил свою сборку. На все диоды были впаяны понижающие резисторы. Кнопки с изображением разных функций имеют встроенную подсветку. Также были впаяны резисторы на понижение питания. Два тумблера имели встроенные диоды с питанием на 12 вольт. Они были заменены на диоды с питанием 5 вольт. Исходя из того, что у меня имеется подсветка кнопок и двух тумблеров, я добавил маленький тумблер на включение и отключение подсветки баттон-бокса. Было несколько доработок в виде добавления шайб под кнопки и светодиоды. Разный цвет винтов, цвет замка зажигания, надписи из пластика клеились на суперклей и впоследствии буквы красились нестираемым белым маркером. Питание 5 вольт брал с разъема платы. Все остальные кнопки подключались в стандартные разъемы. Также с этой платы было взято два контакта для работы поворотников. Да-да, было много мыслей, как их реализовать. Пробовал готовые варианты рычажков от КамАЗа, из тумблера, который имеет 3 положения, но все это было очень громоздко и ненадежно. На сайте AliExpress был найден джойстик управления с двумя положениями без фиксации XB2 PA22. Также на данном сайте есть такой же манипулятор с 4 положениями, что в разы увеличит функционал. Например, можно добавить включение дальнего света и моргания. И у вас еще будут поворотники. Но я остановился на первом варианте. Крепление на базу делал из оргстекла, подгонял под отверстие, которое есть на моем базе. Сам джойстик приклеен непосредственно на оргстекло. При необходимости очень легко снимается с рулевой базы и не оставляет после себя никаких следов. Чтобы не тянуть с коробки провода, был установлен авиационный трехпиновый разъем. К нему уже и подключаются поворотники. На данной плате используются все 16 возможных контактов. Когда проект был готов к своему завершению, мне захотелось внести небольшое дополнение. На устройство была добавлена пластина из оргстекла и прикреплена к верхней части корпуса на винты. Она послужила опорой небольшого дополнения в виде платы TM1638. Для нее был изготовлен корпус из оргстекла и обклеен пленкой с текстурой карбон. Кнопки делались из винтов М5, нажимной частью стали гайки М5 со сточными ребрами. После шлифовки они получили круглую форму. Ножка крепления сделана из строительного уголка. Данное дополнение очень вписывалось в общий фон. Функционал у данной платы очень интересный. Вы можете вывести разные показания на дисплей, время круга, дельта, топливо, резина, обороты и многое другое. В дополнение к дисплеям на данной плате имеются светодиоды красного цвета. Но качество сборки с Китая снова подвело. Половина диодов оказались нерабочие. Имея в наличии диоды разных цветов, я их перепаял, добавив разные цвета. Процесс использования стал интереснее. Внутренняя часть лицевой пластины была заклеена тонировочной пленкой. Данная плата имеет возможность регулировки яркости подсветки дисплеев и диодов. Работает она от платы Arduino, к которой подключена у меня вся телеметрия. Подключение между платой TM1638 и Arduino Mega 2560R3 происходит через авиационный разъем 5 пин. Данный проект получился очень интересным и функциональным. Устраивает абсолютно все, независимо в каком симуляторе я его использую. Он дает мне возможность добавить реализма и более глубокого погружения. Материалы в проекте использовал самые доступные. Все тумблера и кнопки приобретал на AliExpress. Только вам решать, какие комплектующие вы будете использовать. Ну и конечно же внешний вид, я им очень доволен. Очень хотелось бы, чтобы Button Box гармонично смотрелся на фоне кокпита. Следующий проект будет телеметрический бокс. Но это, друзья мои, уже совсем другая история. Спасибо за ваше внимание, надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, всем удачи, пока-пока.